азарт. Игра — это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч — официальный партнер Virtus.pro. Всем привет, друзья! Я наконец-то добралась до Стокгольма и сразу же с корабля на бал уже вот сидит Дмитрий Шишков. Смотрит... Что ты смотришь? Смотрит матч. Первый матч групповой стадии Virtus.pro против Forward Gaming. Если вы можете заметить, на фоне Forward Gaming я сейчас и стою, который тоже смотрит эту игру. Там пока все плохо, но это первая карта. У нас традиционно первая карта не всегда хорошо и плавно идет в последнее время. У парней все, в общем-то, нормально, все хорошо. Немножко приболел Рамзик с Арзиком. Но в целом все в порядке, немножко утомились, потому что уже к концу турнира будет 1,5 месяца в разъездах. Суммарно есть утомление, но в целом бодрость духа не теряем, готовы к победам. Отдали мы первую карту команде Forward Gaming. Хотелось задать вопрос их SEO Давиду. Давид, какую задачу ты поставил своим парням, что они так рьяно ворвались в бой и наших парней выиграли в первой карте? Я сказал, что если не выиграют, уволю. Всех уволю. А Джек? Джека оставлю. Джек мне нравится. Не дожидаясь развязки этого удивительно интересного матча, на отметке 1-1 мы с Димой отправились. Зачем, Дима? Покупайте ребятам обед. Уху! Первое, что хочется отметить, то, что это очень дорого. Очень-очень дорого. Тут все, X2 Москва. Еда прикольная, в принципе, есть все, что нужно. Вкусные еще сэндвичи в кофейнях продают. Салат-бары есть везде. Есть везде салат-бары, они все дико топят за вегетарианскую и за вообще полезную еду. Да. Healthy food, там все дела, go vegan там и прочее. Это правда. Здесь у нас единственный торговый центр. И Вот выбор, он. да, выбор не очень большой. Вот, мы попробуем затариться сушами. 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 Очень прикольное место, здесь готовят суши. Мы просто очень много заказали сейчас. И самое приятное, что здесь бесплатно мисо можно взять сколько угодно. Вот в таких вот готовеньких боксах уже лежит зелень. И все, сейчас мы соберем тут все наборчик и подтащим пацанам. Я очень настойчиво пыталась заплатить за мисо, но, короче, меня потом только убедили в том, что он бесплатный. Я просто хочу запротоколировать для истории how much суши. На десятку. Капец, мы искупаем Рамзеса сегодня. Выглядят они, кстати, очень качественно и очень аппетитно. И делал их непревзойденный мастер. Он лепил их с какой-то невероятной скоростью. Наконец-то закончили играть эту серию. Да. Наконец-то выиграли у команды Forward Gaming. Ожидаемо вполне, да, Арсений? Да, вполне ожидаем. Что скажешь, что делали последние 2 дня, пока меня тут не было? Болели, играли кланвары. Опять болели? Чем болели? Да, Чем болел? мы с малым болеем. Ну как? А как еще? Типа, мы за сколько? За месяц у нас было 4 9-часовых перелета плюс. Ну, иммунитета вообще нет. Ну, заболели, болеем вот. Стараемся вот что-то вот как-то с этим справляться. Сегодня закончились игры, что будете сейчас делать? Попытайтесь сожрать все вот это. Парни разбирают реплей, я свое мнение им сказал, пошел вот в медийку. Хороший умничка. И сейчас начинается самая увлекательная часть моей работы на турнире. Мама приехала, и у всех накопилось много просьб, поэтому сейчас я буду пришивать пуговицу куртки капитана. Мне купили нитки и иголки. Кружок рукоделия. Алексей, что вам нравится в Стокгольме? Что не нравится в Стокгольме? Мы с вами обсуждали сегодня уже. Вы знаете, Мария, что-то нравится в Стокгольме, а что-то не нравится. И это здорово. Как люди-то здесь? Какие они? Они красивые, классные, высокие, и они молодцы. А почему они молодцы? Потому что их всего 10 миллионов. И что мы, вот 10 миллионов человек. Вот у них и Абба есть, значит, и Кардиганс из Швеции тоже, и Икею они придумали, и Volvo, и Electrolux,
И вообще много всего. А их всего 10 миллионов. 10 всего. Понимаешь? Как вы себя чувствуете в Стокгольме, Алексей? Пока на троечку. Погода? Ну да. Но еще не вечер. Хорошо. Да. Новый день в Стокгольме начинается с похода за кофе. Дмитрий, Да, как прошел вечер у команды? хорошо. Что делали? Футбол Болели, смотрели? да, болели за Краснодар, Валенсия и Краснодар. Малой болел за Валенсию, Леша очень сгорел. Потому что Валенсия забила за 30 секунд до конца матча. Следующая остановка – шведский супермаркет. Мы с вами уже были в китайском супермаркете, но шведский – это же просто рай. Дима, расскажи, что здесь есть? Здесь большое разнообразие продуктов, здесь невероятный выбор молочной Да. продукции, невероятный выбор овощей, фруктов, Всё орехов. свежее. Да, все ГМОшное, свежее. Очень красиво. Да. Вот. Конкретно сейчас мы покупаем Владимиру Ноуан Миненко здоровое питание, поскольку Владимир следит за фигурой Да. и со своим здоровьем. Что Вот. это? Это чернично-ежевичный йогурт. Ёпта, как прекрасно. Это вот. выглядит очень круто. Мы взяли голубику и малину. Так, дальше что? Дальше нам надо взять орехи. А салат-бар? Салат-бар нет, на завтрак не очень, может быть потом на обед Вовчик попросит. А я пойду сделаю себе салат. Пашин фирменный кофеек. Что это такое? Это cold brew с молоком, с большим количеством льда и карамельным сиропом. От 5 до 8, от 5 до 8 пампов, нажимов. Ё, же очень много. Он любит очень сладкий кофе, но это секрет. Ну, наверное. Ну, был. 37,6. Нормально. Ну, нормально. Полет нормально. Это значит, что не надо. 37,6, ерунда. Да не, вчера было 39. И как всегда, на любом турнире главная проблема в практисе – это дикая жара, духота и вот это все. У нас новое решение, новая конструкция очередная. Дима, что это? Это мобильный кондиционер, но впервые в истории турниров они поставили его, во-первых, заранее, во-вторых, они сделали, сейчас я покажу, потому что в мобильном кондиционере нужно, чтобы отводить горячий воздух, нужен воздуховод. И эти парни сообразили, Москва, сделали воздуховод туда. Вытяжку. Соответственно, на самом деле они огромные молодцы и как бы зачет. А где Джебелька вообще? Мы уже второй турнир без Джебелька. Непорядок. Какая последняя композиция запала тебе в душу? ССД! Кого? Какая последняя композиция запала тебе в душу? Пошел! Скиллет Райс. ССДшки смотрим, кто готов, включаем Рис. компьютер. Скиллет Рис. Глаза такие. А боже. В общем, ребятки готовятся ко второму матчу в группе против Минески. Какие ожидания? Они звери. Мы будем биться со зверем. Матч уже начался. Вот, значит, как обычно все на турнирах устроено. В каком-то лобби или в ресторане стоят мониторы, и там можно смотреть трансляцию. Но в этот раз все очень концептуально. Ребята сейчас сидят на семинаре по доте. Это выглядит вот так. В американских школах, да, семиклассников приводят, включают видео про половое созревание, секс, сексуальность, да, типа, и они сидят вот так вот, и вот на таких стульчиках и смотрят вот это. Если что, это даже не наша игра. Поймала, наконец-то вытащила из практиса инвокера Владимира. Тебя сегодня так хвалили комментаторы русской студии аналитики? Как тебе сегодняшняя игра с Минески? На самом деле, это одна из худших игр, которые Ну, мы играли. не все было хорошо, да. Ну, они просто ошибались, я ничего особенного там не сделал. Но я лично отметила, как ты пришел и всех увел от Рошанчика один. Спасибо. Это Ну, был геймчейн. какой-то план или... Не, просто уже была безвыходная ситуация. Мы проиграли бы игру, если бы они забрали Рошана. Там надо было это делать просто. От безвыходности стоило идти туда. Ну, они ошибались, а мы воспользовались ошибкой и выиграли. Красавчик, братан. Спасибо. Че, у нас выходной получается завтра? Не знаю, Да, наверное. да. Что будем делать вечером? Играть в доту. Будем разбирать реплеи, тренироваться и надо готовиться, еще раз готовиться. Ну еще я, кстати, знаю, что у нас опять 2 больных, 3 больных. Да, они все поболели опять, я не знаю. Может, это в Китае на это влияет, потому что смена климата, потом резко. Плюс здесь, там в Китае был очень холодный отель, на самом деле. Мы приехали, и там не работали кондиционеры.
На улице было -3, наверное, где-то. Вот. И в отеле было настолько холодно, что только под одеялом можно находиться было в самих номерах. Вот. И на самом Визге тоже было холодно. Ну, я видела, да, вы сидели там все опять. Мы в курточках сидели, играли первые игры. Потом они сделали лучше. Вот. Наверное, из-за этого как-то. Угу. Ну ничего, мы надеемся, что спорт всех поставит на ноги. Да. Да, по твоему примеру. Ходим в зальчик с Вовкой. Всем советуем. Доиграли мы, значит, игры. Есть время покушать вкусно и посмотреть оставшиеся на сегодня игры. Потом еще потрениться. Всем пока. Там это колокольчик, не колокольчик, все вот это вот. Лайк. Смотрите, да, лайкайте, Лукас и все. Спасибо, что смотрите, и не забудьте подписаться на наш канал.